Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации. Военно-воздушные силы России продолжают наносить удары по объектам террористических организаций ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра на территории Сирийской Арабской Республики. Всего с начала операции наши самолеты выполнили 1631 боевой вылет и нанесли удары по 2084 объектам военной инфраструктуры террористов. В ходе этих ударов в том числе уничтожено 287 различных пунктов управления, 52 лагеря подготовки террористов, 40 заводов и мастерских по изготовлению фугасов и ракет, 155 различных складов боеприпасов и топлива. В результате действий нашей авиации удалось дезорганизовать создававшуюся в течение достаточно длительного времени систему управления и снабжения бандформирования, нанести террористам ощутимые потери, подорвать их моральный дух и убедить их покровителей в бесперспективности дальнейшего финансирования откровенных бандитов. В рамках взаимодействия с международной антитеррористической коалицией и странами региона по предотвращению инцидентов в воздухе и обеспечению безопасности полетов авиации в воздушном пространстве над Сирией нами успешно развивается сотрудничество с нашими американскими коллегами. Как мы уже сообщали на прошедшей неделе, между Министерством обороны Российской Федерации и Соединенными Штатами был подписан соответствующий меморандум. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени состоялась совместная тренировка ВВС России и Соединенных Штатов по действиям экипажей и наземных служб в случае опасного сближения самолетов. В ходе тренировки отработаны вопросы оповещения, организации и взаимодействия, обмена информацией между штабами оперативных групп и пунктами управления ВВС России на авиабазе ХМИМИМ и Центром стратегических воздушных операций США в Катаре, а также взаимного информирования об опасной военной деятельности в воздушном пространстве Сирии. Экипажи самолетов ВВС России и международной коалиции в специально назначенной зоне произвели сближение на минимально безопасное расстояние в 3 морские мили, установили друг с другом связь на заранее определенной частоте и обменялись сообщениями о параметрах своего полета на русском и английском языках. После возвращения самолетов на аэродромы по линиям прямой связи, установленной между пунктами управления ВКС России на ХМИМИМе и ВВС США в Катаре, состоялся совместный разбор. Организована совместная работа с Израилем по обеспечению безопасности полетов. Между Центром управления на авиабазе ХМИМИМ и командным пунктом ВВС Израиля в круглосуточном режиме работает прямая линия, где постоянно ведется обмен информацией о воздушной обстановке над Сирией. Совместная работа на данном направлении будет продолжена. Это создаст условия для недопущения возможных ситуаций в воздушном пространстве Сирии при действиях авиации Российской Федерации и других государств. Мы неоднократно заявляли о готовности взаимодействовать со всеми сирийскими патриотическими силами, ведущими борьбу против террористов из ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра. Хочу сообщить вам, что в рамках создания широкой международной коалиции по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке нами установлены контакты с руководителями сирийской оппозициями и полевыми командирами ряда формирований. Эти патриотически настроенные силы, несмотря на 4-летнее противостояние с правительственными войсками, ставят идею сохранения Сирии как единого самостоятельного государства, свободного от ИГИЛ и других террористов всех мастей, выше своих политических амбиций. Мы надеемся, что этот шаг придаст новый вектор в разрешение сирийского конфликта. Нами достигнута договоренность о совместных действиях против террористов и налажены контакты передачи информации. Так, уже сегодня Российская Федерация выполнила 12 самолетов вылетов по 24 объектам террористов с применением боеприпасов повышенного могущества и высокоточных авиабомб КАП-500 в районе
Тадмора, Дер-эз-Зора, Итрии и восточнее Алеппо. Вот координаты всех этих объектов были нам переданы представителями оппозиции. В ходе этих ударов уничтожен командный пункт террористов, склад боеприпасов, 10 различных укрепленных позиций и 12 позиций артиллерии и зенитных средств боевиков. На экране вы видите уничтожение склада боеприпасов боевиков ИГИЛ, который располагался восточнее Алеппо. Вот его координаты были переданы нами, представителями оппозиции. Мы создали рабочие координационные группы, состав, положение которых по понятным причинам в настоящее время не может быть оглашен. Организована их совместная деятельность по согласованию усилий, направленных на решение задач по борьбе с ИГИЛ. Такое тесное сотрудничество позволит нам объединить усилия всех правительственных войск и других патриотических сил Сирийской Арабской Республики, ранее находившихся в оппозиции, и выступить единым фронтом против общего врага международного терроризма. Спасибо.